Виктор работал водителем лесовоза на местном предприятии, доставляя древесину из тайги. В свободное время он охотился на зайца или куропатку, чтобы прокормить семью. В один осенний день он пошел в лес за ягодами, но услышал странный звук. Протяжное скуление, похожее на вой. Сначала он не придал этому значения, но звук стал громче и жалобнее. Виктор решил проверить, что происходит. Раздвинув кусты, он увидел подростка-волчонка с окровавленным, разорванным ухом и глубокой раной на боку. Волчонок не сопротивлялся, а смотрел с мольбой в глазах. Виктор понял, что зверь, скорее всего, пострадал от кабана, защищавшегося во время охоты. Бросать его было нельзя. Рана серьезная. Он снял куртку, завернул волчонка и отнес домой. Жена Аня помогла, рану зашили и выходили зверя. Волчонок оказался чисто серым, и они назвали его Серый. Рваное ухо. Он прижился. Виктор построил для него будку. Прошел год, Серый вырос в большого, сильного волка. Хоть был добрым, но односельчане опасались. Пришлось переселить волка в вольер. Серый затосковал, пропал аппетит, начал выть по ночам. После долгих раздумий семья решила отпустить его на волю. Однажды вечером Виктор открыл вольер. Волк внимательно посмотрел на них, словно прощаясь, и исчез в темноте. Прошло 2 года. Зимой Виктор пошел в лес на охоту. Шел по просеке, любовался снежинками, но внезапно угодил ногой в капкан. Нога сильно опухла, вероятно, перелом. Он понял, идти не сможет. Решил ползти к деревне, пока не стемнело окончательно. Страх усиливался. Если появятся волки, ему конец. И тут вой сзади, потом слева и справа. Виктор понял, что окружен. Перед ним появился огромный волк. Вожак. Приближался, но вдруг остановился. Ухо, разорванное. Виктор узнал его. Это был Серый. И волк тоже узнал человека. Завилял хвостом. Виктор произнес его имя, и тот подошел ближе. Позади слышались рычания и шаги других волков. Серый оглянулся, зарычал на сородичей, встал между ними и Виктором. Мужчина пополз дальше, а волк сопровождал его, сдерживая стаю. Через пару часов они добрались до деревни. Серый еще раз взглянул на человека и скрылся в лесу. Виктор посмотрел ему вслед. «Спасибо, Серый, рваное ухо. Спасибо, дружище, что не забыл меня. Может, мы еще встретимся».